Уважаемые телезрители, позвольте представить еще одну новую общественную структуру, вот возникшую на московской земле. Мы уже с вами часто знакомились то с одним движением, то с новой партией, то с каким-то клубом, то с каким-то объединением и так далее, и так далее. Мне кажется, что вот сегодняшняя встреча тоже, ну, если и не прикует ваше внимание, то вызовет несомненный интерес, потому что речь идет о том, как человеку стать человеком. Это мы, в общем, пытаемся об этом рассуждать, но довольно безуспешно. А тут вдруг появляется в Москве человек, который занимается этим уже много лет. Марио Родригес, философ, писатель из Аргентины. Можно, наверное, назвать его и фермером из Аргентины, поскольку он живет в сельской местности, воспитывает детей, выращивает кукурузу. Кроме того, вот размышляет о гуманизме и о том, как гуманизм сделать существом, сущностью человеческой жизни. Дело в том, что у него есть псевдоним «Сило». И, как мне объяснили, это от слова «силос». Он, так сказать, подчеркивает свою почвенническую натуру. И таким образом Марио Родригес приехал к нам в гости и намеревается здесь вот в контакте с клубом гуманистических инициатив, который возглавляет профессор Коваль Борис Иосифович, каким-то образом внушить москвичам, что и мы можем быть людьми, и какие-то есть уже для этого ну, и руководство, и какие-то инструкции, если можно так выразиться. Во всяком случае, у людей есть программа, как человеку стать человеком. Как выяснилось, что мы с Марио почти ровесники, то есть люди одного поколения. Но я, например, при слове «интернационал» вздрагиваю, а он, наверное, напротив, испытывает какое-то сердечное довольство. Потому что интернационалом мы напуганы, и если даже это гуманистический интернационал, как вот здесь значится на этой брошюрке, все-таки это довольно в нашей жизни как-то трудно воспринять. Так вот, может быть, имеет смысл рассказать, как же вы намереваетесь, чтобы человек стал человеком? Конечно, я не приехал в Москву, чтобы, так сказать, провозгласить какие-то идеи. Todo lo contrario. Как раз наоборот. Yo y un conjunto de amigos hemos venido a aprender. Мы с моими друзьями очень много узнали и очень много поняли. De un proceso muy interesante, muy único en la historia. Мы увидели процессы, которые происходят в вашей стране, очень интересные и очень оригинальные, единственные в своем роде. De experiencias nuevas que se están Это haciendo. новый опыт, который, так сказать, осуществляется в вашей стране. Que tengo la seguridad que van a inspirar a otros puntos del mundo, a otros lugares. И я уверен, что ваш опыт, он, так сказать, будет полезен в других странах, в других частях света. Para nosotros es Но наш опыт гуманизировать можно? Nuestra experiencia humanizar se puede aprovechar también. nuestra experiencia. Nuestra experiencia, sí. Absolutamente. Yo creo. Я считаю, что абсолютно, это с полной уверенностью могу сказать, что да. Y acá ha habido una discusión con los amigos moscovitas. И у нас были дискуссии с москвичами уже. Yo personalmente creo que los acontecimientos de acá están mucho más acelerados que en otras partes del mundo. Я лично свое мнение высказываю. Мне кажется, что в вашей стране процессы набирают очень высокий темп и гораздо больше, чем в других странах. Вы такой аргентинский Руссо, живете на природе, воспитываете детей, так сказать, в близости к природе, и каким-то образом, я понимаю, как вы гуманизируете свою жизнь. А вот когда у нас все так сложно и так кроваво пока что, как у нас ее гуманизировать? A mí me parece, humildemente, Ну, скромно, так сказать, но мне кажется, que el respeto por las particularidades de cada persona, что уважение, личное уважение каждого человека к другому, de cada tendencia política y de cada lugar, каждой политической направленности и в каждом месте, es la primera condición de la convivencia. это первое условие для того, чтобы сосуществовать.
и De сотрудничать. todas maneras, debe haber un enmarque general. De todas maneras, pienso, tiene que haber un enmarque general para Нет. todas esas diferencias. Мне кажется, что нужно создать, так сказать, какую-то площадь, площадку какую-то для того, чтобы могли сосуществовать и существовать различные тенденции, различные точки зрения. El humanismo estaría feliz si gente de distinta postura política pudiera discutir en base a ideas más generales sobre el ser humano. Мне кажется, что гуманизм принес бы счастье только тогда, когда люди различных убеждений, различных политических точек зрения могли бы думать немножечко вперед о том, как создать жизнь, как сделать людьми счастливыми сейчас и потом. El humanismo no pretende ser una fuerza política. А гуманизм не претендует на то, чтобы стать какой-то политической силой. Может быть, профессор Коваль интерпретирует, так сказать, отечественный опыт вот, Yo quisiera un poco participar. гуманизации. Мне кажется, вот его, так сказать, размышления, его работы и работа гуманистического движения в целом, она ставит другую задачу. Она дает возможность человеку отвлечься как бы немножко от конкретной политики, конкретной экономики, конкретной идеологии и сказать, прежде всего, мы люди. Вот давайте сначала посидим, посмотрим друг другу в глаза, поймем друг друга. Если хотите, полюбим, поуважаем друг друга. И вот давайте теперь будем думать вместе. Как? Что нам делать? У нас это очень сложно, потому что политика разъединяет людей. Социальные противоречия разъединяют людей. Они хотят как бы... Но сколько таких попыток уже было, Борис Иосифович? Вот почему такая уверенность, что именно вот это, этот призыв к хорошей жизни найдет успех? Yo creo que no tenemos asegurado el éxito. Я думаю, что мы не можем говорить, что мы обеспечим Que успех. nuestro planteo es un poco idealista. Ну, может быть, наши установки какие-то носят идеалистический немного характер. Pero hay que reconocer que también necesitamos un poco de idealismo. Но надо сказать, что все-таки мы и должны быть, ну, немножечко хотя бы быть идеалистами. Да. Ya hay mucha gente que da soluciones concretas. Есть очень много людей, которые нам предлагают конкретный выход из Ya hay ситуации. especialistas en distintas cosas. Есть и специалисты, каждый в своей области. Es Но идеалистов мало. bueno que haya pocos. А эпохус идеалистов. Одним словом, Марио хочет напомнить, что в каждом из нас еще сидит идеалист, который может свой идеализм материализовать в какое-то конкретное дело. Хорошее дело. В хорошее дело, да. Вот. Ну что ж, нам этого очень не хватает. А то, что идеализм в нас все-таки еще сохранился, будем надеяться. Слава Богу. И последнее, вероятно, нужно адресовать людей, телезрителей наших, кого заинтересовала наша беседа, обращаться вот в ваш клуб гуманистических инициатив. Да, это клуб, это небольшая добровольная такая организация. Мы сейчас пока ее ограничиваемся, в общем, в рамках академических институтов. Вот я работаю в Институте политологии заместителем директора. Многие ученые, молодые, более пожилые, из других институтов участвуют, студенты университета, некоторые врачи и так далее. И мы были бы очень рады, если бы вы заинтересовались, ну, в общем, этими идеями. И поэтому можно обратиться куда? В Институт политологии Российской академии наук. Да. Ко мне хотя бы как минимум. В секцию «Московские идеалисты». В секцию «Московские идеалисты» гуманистической ориентации. Да, разумеется. Хорошая ориентация. Так что мы приветствуем вас, Марио. Спасибо. Хорошим вы делом заняты. Я завидую вашим детям, которые живут да, там на природе. И что-то переходит, независимо от нас, в них переходит что-то цельное и благородное от самой природы. Спасибо вам большое за приглашение. Yo quiero agradecerle a él y a todo el Я público. хотел бы вас еще раз поблагодарить, всех телезрителей. Y nosotros tenemos la esperanza И мы надеемся, de que en Rusia se produzcan situaciones muy buenas para todos. что в России произойдут очень большие перемены, очень хорошие перемены для всех, Porque todo el mundo está mirando hacia Moscú. потому что все-таки весь мир смотрит на Москву. Y del destino de acá depende el destino del mundo. И от судьбы России зависят и судьбы всего мира.
Спасибо. Будем надеяться. Esperamos. И будем оправдывать. Será. Во всяком случае, свою ношу будем нести. Y nosotros tratamos de hacer todo lo posible. Спасибо. Muchas gracias. Muchas gracias.